Привет всем! В этом видео я сделал обзор на диагностические сканеры Launch. Две младшие модельки. Первая модель называется Credor 3001, вторая моделька Credor 319. В общем, по функциям это одно и то же, они одинаковые. Отличие немного: корпус по форме отличается. Здесь корпус вот так прямо сделан, здесь корпус чуть-чуть скругленные боковинки, а так полностью идентично. Дисплеи у них одинаковые, меню полностью одинаковое и функции одинаковые. Единственное отличие в них то, что в Credor 3001, сейчас я покажу, открою, в комплекте есть кабель мини-USB и разъемчик мини-USB для прошивки сканера. Ну, как прошивать никто не видел, в принципе, и где взять прошивку тоже я не знаю. Никакой информации об этом нету. И нужно ли это делать, вообще непонятно, потому что, ну, все функции, которые заложены в данном сканере, они есть. И добавить что-то сюда уже, я думаю, вряд ли получится, даже с прошивкой. А в этом сканере разъема мини-USB нету снизу, здесь закрыто просто. И кабеля этого в комплекте тоже нет. Вот сейчас мы его подключим, протестируем, посмотрим, как он работает. И этот, в принципе, можно один показать. Работают они идентично, одинаково. Сам сканер состоит из блочка. На нем есть дисплей, кнопки для управления, кабель и разъемчик OBD2. Вот он. Штекер этот вставляется в диагностический разъем. Обычно он находится либо где-то под рулем, либо в средней консоли. В разных автомобилях по-разному. Питается сканер от сети автомобиля, то есть вы вставляете разъем, и он оттуда же и запитывается. Сейчас я его подключу и продемонстрирую, как он работает. Вот для демонстрации я сымитирую неисправность, я отключу расходомер воздуха. Вот его фишечка. Отключаем его и посмотрим, покажет ли он эту ошибку. Вот я завел машину, чек загорелся, то есть у нас выскочила ошибка, обороты начали чуть-чуть плавать. Без датчика двигатель работает хуже. Вот, сканер у нас подключен, вот его менюшка. Здесь на сканере можно в настройках выставить русский язык. Заходим в настройки и выбор языка. Вот самая первая функция, то есть мы выбираем русский. Языки разные, то есть он мультиязычный. Выбираем русский и возвращаемся назад. То есть есть уже меню, будет теперь на русском языке. Вот основное меню. Первый пункт — диагностировать автомобиль. Нажимаем ОК. Сканер подключается к блоку управления двигателем. Вот по коншине. Подключение успешно. И сейчас он прочитает всю информацию. И посмотрим, как выскочила наша ошибка. Вот, нашло две ошибки. И здесь мы можем посмотреть чтение кодов, посмотреть, какие ошибки. Вот, загружается информация. Первая ошибка P0102. Низкие показатели расходомера воздуха. Так как он отключен, показания он не дает. Вторая ошибка P0113. Температурный датчик. Он стоит в расходомере, поэтому и температурный датчик также показывает неисправность. Нажимаем выход обратно. Второй тут пункт стирания кодов. Нажимаем ОК. То есть, ну, так как ошибка постоянная, чек потух и загорелся заново, потому что датчик мы назад не подключили, ошибки у нас заново эти выскочили. Выходим обратно в меню. Готовность — это показания там системы, но в моем автомобиле не поддерживается, там ничего не покажет. Дальше поток данных. Здесь у нас будут показания системы, то есть мы можем пролистать: нагрузка двигателя, обороты двигателя, температуры там топлива. Вот входного воздуха показывает минус 40, потому что это минимальная температура, датчик отключен. MAF-сенсор и другие параметры, то есть какие датчики стоят над двигателем, можно их просмотреть. Вот показания лямбда-зонта, барометр. В общем, это все мы можем посмотреть, все пункты. Дальше у нас выходим в обратно в меню. Стоп-кадр. Так же самое, это показания датчиков, только оно снимает вот все эти датчики, все характеристики. По датчикам они в сохраненном виде. Вот так вот они в данный момент, когда мы нажали, они сохранились. Дальше тест датчика кислорода, но у меня сам автомобиль не поддерживает этот тест, поэтому продиагностировать датчик кислорода на автомобиле с помощью этого сканера не удастся. Также самой бортовой диагностики тоже нет у меня. Тест системы управления тоже нет. То есть это на других автомобилях, если эта функция поддерживает, то можно проверить. Но у меня, например, это подключить невозможно. Выходим обратно.
Вот здесь поиск неисправности – это расшифровка кодов неисправности, то есть вы вводите код ошибку, если, например, там посмотреть, какая ошибка вы знаете. Там товарищ позвонил, спросил, у меня там ошибка такая, посмотри, что это значит. То мы вводим код, и здесь будет на русском языке расшифровка этой ошибки. Вот. В настройках мы можем поменять язык. Вот так работает данная модель сканера. Это Creader 3001. Аналогично работает 319 модель. В следующем видео я расскажу про сканеры более серьезные. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока.